Рассвет над бассейном Амазонки не наступает тихо. Он врывается в мир через густой туман, поднимающийся над кронами деревьев, которые кажутся бескрайним, зеленым океаном. Здесь, в сердце Южной Америки, каждый квадратный метр пространства ведет борьбу за свет и выживание. Но прежде чем первые лучи солнца коснутся лесной подстилки, тишину прорезает резкий торжествующий крик. Это голос хозяина этих мест. Громкий, гортанный, он разносится на километры, возвещая о начале нового дня. Из густой листвы, словно ожившие осколки радуги, вылетают они. Попугаи Ара. Ара — это не просто птицы. Это символ первозданной мощи тропиков. В их облике природа словно решила воплотить все свои самые смелые фантазии. Насыщенный алый, глубокий кобальтовый, ослепительный желтый и изумрудный. Эти цвета не служат маскировкой в привычном понимании, но в пестрой игре света и тени верхнего яруса леса они делают Ару практически невидимым для хищника, смотрящего снизу. В роду Ара насчитывается около 15 видов, и каждый из них — это шедевр эволюции. От величественного гиацинтового ара, чьи крылья в размахе достигают метра, до более скромных, но не менее грациозных каштановолобых ар. Присмотритесь к их движениям. Ара — это идеальный акробат. Его лапы устроены по принципу зигодактилии. 2 пальца направлены вперед и 2 назад. Это превращает конечность в мощный захват, способный не только удерживать птицу на вертикальном стволе, но и служить полноценной рукой. Ара — одни из немногих птиц, которые активно используют лапы для манипуляции предметами. Они подносят пищу к клюву, очищают плоды и даже используют вспомогательные инструменты. Но главным инструментом в их арсенале является клюв. Это не просто роговое образование, это сложнейший механизм, способный развивать давление до нескольких десятков атмосфер. Клюв гиацинтового ара с легкостью раскалывает скорлупу орехов макадамии или бразильского ореха, которые человеку не под силу разбить даже молотком. Кончик клюва невероятно чувствителен. В нем сосредоточено огромное количество нервных окончаний, позволяющих птице выполнять ювелирные операции, например, отделять тончайшую пленку от семени. Клюв также служит 3-й лапой при перемещении по ветвям. Птица сначала цепляется челюстями, а затем подтягивает тело.
Настоящая магия ара кроется не в их перьях, а в их сознании. Ученые ставят интеллект этих птиц на один уровень с высшими приматами и дельфинами. Относительный размер их мозга поражает. Это социальные существа, чья жизнь немыслима вне коллектива. Стая ара — это не просто группа птиц, это сложная иерархическая структура, где существует передача опыта от старших к младшим. В центре их социальной жизни лежит понятие семьи. Ара — убежденные моногамы. Выбрав партнера, они остаются верны ему на протяжении всей жизни, которая в дикой природе может длиться 50, а в неволе и до 80 лет. Наблюдать за парой ара в полете значит видеть абсолютную синхронность. Они летят так близко, что их крылья почти соприкасаются. Они постоянно общаются нежными тихими звуками во время чистки перьев друг другу, аллопренинг, или громкими сигналами в полете. Чистка перьев — это не только гигиена, это укрепление эмоциональной связи и снижение уровня стресса в группе. Если один из партнеров погибает, оставшаяся птица долгое время пребывает в состоянии, которое биологи без преувеличения называют депрессией. Одним из самых загадочных и зрелищных моментов в жизни ара является посещение колпа, обнаженных глиняных обрывов по берегам рек. Каждое утро сотни птиц разных видов слетаются к этим природным амфитеатрам. Это опасное мероприятие. Здесь, на открытом пространстве, они уязвимы для соколов и ягуаров. Птицы долго кружат над обрывом, проверяя безопасность, прежде чем сесть и начать жадно поедать глину. Долгое время ученые спорили, зачем им это нужно. Оказалось, что диета ара, состоящая из семян и незрелых плодов, содержит большое количество растительных алкалоидов и токсинов, которыми растения защищаются от поедания. Глина служит природным адсорбентом. Она связывает яды в желудке и выводит их из организма, одновременно насыщая птиц необходимыми минералами, такими как натрий, который редко встречается вдали от океана. Эти глиняные пиры — социальное событие года, место, где молодые птицы знакомятся, а пары подтверждают свой статус.
Сезон размножения превращает лес в поле битвы за лучшие дупла. Ара не строят гнезд, они занимают полости в старых деревьях, часто выбирая мертвые пальмы. Дефицит подходящих мест заставляет их вступать в схватки не только с сородичами, но и с туканами или древесными змеями. Когда пара находит дом, самка откладывает 2 или 3 яйца. И здесь начинается период великого самопожертвования. В течение месяца самка почти не покидает гнездо, полагаясь на самца, который кормит ее, отрыгивая полупереваренную пищу. Появившиеся на свет птенцы выглядят беспомощными, голые, слепые, с несоразмерно большими клювами, но они растут с поразительной скоростью. Однако в природе действует суровый закон. Часто выживает только самый сильный, первый птенец. Родители вкладывают все ресурсы в того, у кого больше шансов дожить до вылета. Молодой ара проводит в гнезде до 100 дней. Но даже вылетев, он остается зависимым от родителей еще год или 2. Ему нужно научиться многому. Какие плоды съедобны, где искать воду в засушливый сезон, как распознать тень хищного орла гарпии. Этот длительный период детства – залог высокого интеллекта и выживаемости вида. К сожалению, история Ара сегодня – это не только ода красоте, но и элегия. Главный враг этих птиц – человек. Ослепительное оперение и высокий интеллект сделали их желанной добычей для черного рынка экзотических животных. Браконьерство наносит колоссальный урон. Чтобы достать птенцов из дупла, часто срубают вековое дерево, лишая птиц места для гнездования на десятилетия вперед. Многие птицы погибают при транспортировке, так и не долетев до золотых клеток в мегаполисах. Еще страшнее – исчезновение их дома. Каждую минуту в Амазонии исчезает площадь леса, равная нескольким футбольным полям. Вместе с деревьями исчезает и мир ара. Мы уже потеряли некоторые виды. Так, голубой ара Spix macau официально признан исчезнувшим в дикой природе. И сегодня ученые пытаются восстановить популяцию из нескольких особей, оставшихся в частных коллекциях. Это кропотливый труд, напоминающий попытку собрать разбитую, бесценную вазу.
Когда солнце начинает клониться к закату, окрашивая небо в те же тона, что и перья сине-желтого ара, птицы собираются в большие стаи для ночевки. Их крики стихают, сменяясь шорохом крыльев. В этот момент понимаешь, ара — это не просто украшение тропиков, это связующее звено экосистемы. Разнося семена деревьев на огромные расстояния, они являются садовниками своего леса, архитекторами того самого мира, в котором живут. Сохранить ару в дикой природе значит сохранить саму душу тропического леса. Нам нужно научиться не владеть ими, а просто позволить им быть, чтобы спустя сотни лет на рассвете какой-нибудь путешественник снова замер от восторга, услышав в вышине триумфальный крик радужной птицы, свободно летящей над бескрайним зеленым океаном. Ведь пока в небе парит ара, жизнь в ее самом ярком и диком проявлении продолжается.